Добрый день, мои дорогие любимые подписчики. Снова с вами канал Либман Про. Меня зовут Артур. Хочу быстренько с вами поделиться одной удивительной находкой, неожиданной. Значит, это одна из новинок, достаточно свежих. Сучкорез с храповым механизмом 2830. Значит, к моему не то что великому неожиданностью, я тут решил все-таки сделать маленький такой тест-драйв и взял аналогичный наш же, только другой номер, 28043. И думаю, чем же все-таки они отличаются от последнего 28, который 3.0. И решил просто взять их и банально посмотреть, как они себя ведут в деле. Вы знаете, я испытал культурный шок. То есть, грубо говоря, внешне очень похожи два секатора. Принцип один и тот же. Это наковальня, когда лезвие входит в серединочку. И здесь, и там. И здесь же 28043 моделька. И вроде как одно и то же. Но, вы знаете, земля и небо. Так как режет 2830, это просто уму непостижимо. Смотрите, что происходит. Вот, значит, я беру старую модельку 28043. Во-первых, у нее оказалось, что очень сильно расходятся ручки. Уже немножко даже мне с такой нормальной, хорошей рукой, ладонью, но немножко неудобно, слишком далеко они расходятся между собой. И, значит, вот результат. Я нажимаю, и, знаете, я не могу. Здесь как-то странно устроен храповый механизм. Честно говоря, оп, вот, еле-еле раскусил я. Какой-то странный очень конструктив. Ну, будем самокритичнее. И вот то же самое я беру, значит, 2830. Ну, делаю все одной рукой, одной я держу камеру. По-другому, к сожалению, не получается. Помощница моя сегодня ушла пораньше. Значит, беру. И смотрите, что происходит. Вот наблюдайте. Раз. Одним движением легко. Вообще, я в шоке. Даже я. Поэтому всем рекомендую. 2830. Значит, производство Тайвань. Значит, СК5 это высокая легированная японская сталь, собственно, и здесь какой-то уникальный, очень удобный механизм, вообще просто одной рукой, прям без проблем. Поэтому всем рекомендую с удовольствием. Лично проверено. Спасибо.